Всем привет! Да, а как там? Всем привет! Вы когда-нибудь гадали? Открою вам секрет. Кондитеры гадают на печеньках. Что я сейчас и сделаю. Беру такую светленькую. Поломала. Итак, что-то я сегодня не в духе. Спроси у другой печеньки. Она там за спиной сейчас. Попытка номер 2. Это моя. Каждому причитается столько счастья, сколько сам в силах подарить. По-моему, прекрасное предсказание, а я с удовольствием подарю вам рецепт приготовления этого прекрасного печенья с предсказаниями. Для приготовления теста для печенья нам понадобится 120 граммов белка, 120 граммов сахарной пудры, 90 граммов муки, 80 граммов сливочного масла и цедра одного апельсина или лимона, что вам больше нравится. Итак, все очень просто. Разогреваем сливочное масло, оно должно быть горячим. Пока масло разогревается, смешаем белок и сахарную пудру, перемешиваем. Еще буквально 20 секунд. Есть, сливочное масло растопилось, оно горячее. Отправляем к белку с сахарной пудрой, перемешиваем. Сюда же натираем цедру одного апельсина. Можно, кстати, если цитрусовые... Можно, кстати, если цитрусовые не любите, хотя Новый год же, но все же, можно убрать цедру апельсина и добавить, например, ваниль или ванильный сахар. Натерли апельсинку, перемешиваем. Апельсин нам даст красивый цвет, аромат и вкус. Сюда же добавляем муку и снова все перемешиваем до однородной консистенции. Магия! Знаешь, как в некоторых странах там наливают чай, знаешь, там... Тесто готово, перекладываем его в кондитерский мешок, или можно так оставить, но лучше переложить в мешок для удобства, и отправляем в холодильник на ночь. Мерный стакан, кондитерский мешочек, перекладываем. И убираем в холодильник, как я уже сказала. Тесто отдохнуло в холодильнике, мы можем продолжить приготовление нашего волшебного печенья с предсказаниями. Включаем духовку на 180 градусов, противень, силиконовый коврик или пергамент, что вам больше нравится. Пергамент после каждого выпекания печенья придется менять, силиконовый коврик нет. Кондитерский мешок, срезаем носик, выкладываем тесто, вот такие пятачки диаметром буквально 3 сантиметра. Распределяем тесто. Если есть какие-то неровные бороздки, они при выпекании разровняются. Диаметр круга получается приблизительно 7-8 сантиметров. Отправляем тесто в разогретую до 180 градусов духовку. На сколько точно минут я вам не скажу. Тут нужно смотреть все время за тестом. Может быть 5, может быть 7 минут, может 3 минуты. По краю тесто должно хорошенько зарумяниться, в центре остаться светлым. Тогда можно доставать. А у меня здесь все уже заготовлено. Это вот такие стаканчики для формирования печенья и пожелания, которые мы положим вовнутрь нашего печенья. Оп. Теперь берем печенье, складываем так напополам. Пока тесто горячее, оно очень гибкое. С ним можно делать все, что захотите. Так. Как только оно остынет, все, ничего сделать нельзя будет. Он очень быстро остывает. Как вы видите, все происходит очень быстро. Если вы не успеваете, то тесто начинает просто ломаться, и ничего с этим уже не сделать. Насчет того, как же сюда положить записочку, это предсказание.
Можно, конечно, свернуть и заложить в момент сборки, но это занимает время. А вообще в каждом печенье очень редко, когда получается так его прям запечатать, чтобы не было нигде никакого отверстия. Как правило, минимально, но оно здесь есть. Поэтому можно вот так взять печенье, записочку, все, предсказание уже в печенье. А мы продолжаем. Можно силиконовый коврик сильно не мыть, просто периодически протирать салфеткой. И противень не должен быть слишком горячим. Будьте осторожны, может быть, меняйте противня. Если будет противень очень горячий, вы выкладываете на него тесто, то белок сразу же свернется и ничего у вас не получится. Сейчас я пока позаворачивала печенье, противень вот я могу уже положить руку, он не такой горячий, поэтому мы можем выкладывать тесто снова. Оно чуть охотнее будет распределяться, потому как противень теплый. Снова ложка. И так, пока все тесто не закончится. У меня получается приблизительно 30-35 таких печенюшек. Отправляю выпекать тесто. Практически все печенье уже готово. Последняя партия в духовке. А я могу приступить к раздаче предсказаний. Отправляю предсказания в печенье. А как я там начинала? Ну, начинается. Что-то с печеньем. Спасибо, Оль, подсказала. Вот такое печенье с предсказаниями у нас получилось. Я даже уговаривать вас не буду приготовить его дома, потому что знаю, вы обязательно это сделаете. И пусть в новогоднюю ночь... Все. Ты уверена, что это десерт выйдет в то время? Я уверена. Друзья, храните это печенье в герметично закрытом контейнере, чтобы оно не отсырело. Ну а где найти больше рецептов, вы знаете. Счастья и здоровья в новом году. Там должно быть. Ура! Бум!